So we decided to design this loudspeaker and make it better and bigger in every way. First of all, it's big, which is nice. When you sell something expensive, you like it to be big. It's extremely powerful, and it has extremely high quality audio. Так мы решили разработать большой динамик, который больше и лучше во всех отношениях. Во-первых, он большой, что всегда хорошо, когда вы продаете что-то очень дорогое. Чем больше, тем лучше. Во-вторых, он выдает отличное, мощное аудио высокого качества. And thirdly, it's very expensive. И третий немаловажный момент, он очень дорогой. Already, this loudspeaker has won awards. Громкоговоритель уже получил награду. And here you see a picture of the loudspeaker without the grills on. I'm going to talk to you about this a little bit now. Сейчас вы видите на фотографии колонку, с которой снята защитная решетка. Видите, что у нее внутри. Я сейчас об этом поговорю. So you see the same ingredients here. It's a waveguide with a compression driver, and now there are 2 of the 8-inch drivers. Вы видите здесь тот же самый волновод с компрессионной головкой и 2 8-дюймовые головки. And the bass is 6 times a 10-inch driver. А внизу 6 10-дюймовых динамиков для басов. Низкие частоты. Now, as you can see, they are in a V configuration, where 3 of the drivers are the wrong way around. Как вы видите, используется конфигурация в форме латинской буквы V, где 3 из головки установлены наизнанку. This is done purely for audio quality. This delivers a lower harmonic distortion in the entire bass driver. Такая комбинация головок сделана исключительно для того, чтобы улучшить качество аудио, чтобы сократить нежелательные гармонические искажения. And also this V shape that the drivers are mounted into are in effect a form of a horn loading for the bass drivers. Кроме всего прочего, эта форма латинской буквы V создает своеобразный рупор, который производит рупорный звук, направляет его таким образом. And that again increases the audio quality and the output dynamic range. Это в свою очередь еще больше увеличивает качество звука и динамический диапазон. Now the P860 by itself uses one DA2800 amplifier. All 4 channels, so 4 times 700 watts. Колонка P860 требует для себя сама усилителя в 2800 Вт, и она использует все эти 2800 Вт. 3 channels of 700 watts for the bass, 1, 2, and 3. 3 канала по 700 Вт на басы, 1, 2 и 3. And the 4th channel of 700 watts for the mid-high cabinet. И 4-й канал в 700 Вт используется для СЧ-ВЧ колонки. So, left, center, right, you're talking about more than 7,000 watts of amplification for a large room. Таким образом, мы говорим о том, что будет более 700 Вт для левоцентрального правого канала в большом помещении. Maximum output in a baffle wall, peak output 138 decibels. Пиковая мощность, которая достигается при установке колонки в фальш-стену, 138 дБ. And that is still hi-fi quality audio. This is not loud and crude and rough. This is pure hi-fi quality audio. И это все с сохранением высококачественного hi-fi аудио. Нельзя сказать, что это громко и грубо. The mid-high cabinet in detail, 2 8 inches. This is not a Dapolito configuration. If that means anything to you, this is not a Dapolito configuration. It's a regular MTM, mid-treble, mid configuration. Это СЧ-ВЧ динамик. Посередине видите волновод, вверху 2 динамика. Я специально остановлюсь на вопросе. Это не конфигурация Даполита. Это обычная конфигурация средней частоты, твиттер средней частоты. Here's a close-up of the bass drivers. Это крупным планом показаны низкочастотные головки. Benefit also, it looks very interesting, so it's a nice thing to sell to your clients. Еще один плюс, выглядит станет довольно интересно и, может быть, понравится вашему клиенту. There's the amplifier, one whole amplifier per loudspeaker. Вот усилитель,
прекрасный усилитель, нужен один целый усилитель для одной большой колонки. And the recommended surround speaker is, of course, the P8, which is the same P8. We always use the same drivers, and it will sound identical to the audio quality from the P860. В качестве колонки для канала Surround, конечно, приходится рекомендовать большой P8. Только такая большая колонка соответствует большой P860. Subwoofer, multiple P18s, at least 2, if not 4, depending on the room. В сабвуфере установлены головки диаметром 18 мм. Их надо несколько. На одном помещении, возможно, даже можно 2-4 динамика. So that's that one. And I will now talk to you about baffle walls, because we often mention that the best way to install our loudspeakers in your projects is to use a THX style baffle wall. Now, some of you will have used baffle walls before, some of you have not. It's good to know a little bit more about it, so I'm just going to talk to you about baffle walls specifically now. Сейчас переходим к фальш-стенам. Я в своей презентации часто устанавливался на том, что пиковая мощность достигается при установке колонки в фальш-стену. Многие из вас, наверное, уже работали с такими стенами, в которые встраиваются колонки. Сейчас поговорим о стенах, которые сертифицированы по THX. And it's very important to make clear that as Procella Audio, we follow the best practice experiences from the professional cinema industry, and we translate that for you to home cinema projects. Важно то, что мы в Procella Audio работаем и перенимаем лучший опыт и лучшие наработки профессиональной киноиндустрии, а затем перерабатываем их, чтобы их можно было использовать в домашних кинотеатрах. So here you see a classic example of a full-size THX cinema using a baffle wall, and the black wall is the entire baffle wall. Вот классический пример. Это полноразмерный кинотеатр, в котором используется фальш-стена, сертифицированная THX. Она показана черным. Вот все, что видно черным, это все целая стена. This is a curved wall. It has 5 screen channels: left, inner left, center, inner right, and right. And it has 4 subwoofers. Стена немного изогнута, у нее 5 передних каналов, заэкранных каналов, 2 левых, один центрально левый и один центрально правый, правее чем левый и правее чем левый, то есть получается как бы 2 левых и 2 правых, и один центральный канал. Внизу расположены сабвуферы. Baffle walls have been used for a very long time, since the early 40s. Фальш-стены используются давно, с начала 40-х годов. In order to get THX certification, you must use a baffle wall. Для того, чтобы вас сертифицировали по стандартам THX, просто необходимо использовать фальш-стену, это требование. And once you know how to build one, it's actually very easy to do, it's cheap, and it's very effective. Как только вы узнаете, как она делается, вы сразу поймете, что она довольно эффективна, она дешева и легка в установке. And most importantly, a baffle wall will give you the very best audio quality in your home cinema project. Но самое важное это то, что при установке колонок в фальш-стену вы получаете наилучшее качество аудио, которое только возможно получить в помещении. Here is a photo of that same project in China that I showed you before. Вот фотография того самого проекта в Китае, который я вам показывал перед этим. And here you see Procella P815 for left, center, right, and 2 P18 subwoofers. И здесь вы видите Procella P815 для левого, центрального и правого канала и 2 сабвуфера с динамиками диаметром по 18 дюймов. And here you see the screen research projection screen that they're currently building in this shot. А здесь внизу вы видите проекционный экран от компании Screen Research, который они сейчас еще только собирают. This is an example of a studio, recording studio, which is currently being built. This photo is only 2 weeks old, in California, Los Angeles. Это фотография звукозаписывающей студии, которая еще находится в процессе строительства. Фотография была снята 2 недели назад в Калифорнии. And here you see the door.
that allows you to go behind the baffle wall, and you can see the actual wall there, and this is the baffle wall. Слева вы видите дверь, которая позволяет вам проходить внутрь за фальш-стену, а справа от двери, собственно, сама фальш-стена. So in this case, the owner of the studio had enough space to allow engineers access behind the screen. В данном случае у владельца студии было достаточно пространства в помещении, чтобы установить стену на таком расстоянии, чтобы за нее могли проходить инженеры. Now, what are the benefits of a baffle wall? In great detail. One. Теперь детально о том, каковы же преимущества использования фальш-стены. Первое. It completely eliminates the boundary effect. Она полностью исключает граничный или пограничный эффект. Boundary effect is the result of audio that comes out of the driver, and part of the audio will go straight forward to you, the public, but part of the audio will curl around the loudspeaker, and it will travel back to the wall, where it will then bounce off the wall, and then it starts traveling forward. В чем заключается этот пограничный эффект, граничный скорее эффект? Когда звук излучается из динамика, то часть его излучается непосредственно вперед, но какая часть звуковой волны огибает корпус динамика, идет назад, отражается от стены и потом идет назад с прямым звуком. The sound that travels directly combines with the sound that travels indirect from the wall, and they start to influence each other, and the result is a dip in the frequency response. Прямая звуковая волна комбинируется нежелательным образом с отраженной от стены звуковой волной, и в результате возникают провалы, нежелательные провалы в частотах. If you build a wall right here that the loudspeaker can sit into, если вы построите стену прямо вот здесь, в которой будет утоплен динамик, then there is no traveling backwards. The sound is all going forward. Звук не будет пути, чтобы отступить назад. Весь звук пойдет вперед. So a baffle wall completely fixes the boundary effect, and this is a very important reason to build a baffle wall. Таким образом, фальш-стена полностью исключает граничный эффект. Это очень важный аргумент в пользу того, чтобы всегда делать фальш-стену. When you then install your speakers into the baffle wall, the result of that is that you get a better audio quality, better imaging, and higher speaker efficiency. Результатом установки громкоговорителей в фальш-стену является то, что у вас лучше прорабатывается образность, лучше используется КПД динамиков и лучше звучание. And the efficiency is in fact increased by 6 decibels. Эффективность звучания увеличивается на 6 дБ при помощи фальш-стены. Twice as loud. Получается, они звучат в 2 раза громче. So this is a huge benefit to use for your project. Вот в этом большой плюс для ваших проектов. Other benefits are the elimination of diffraction from speaker cabinet edges. Следующий эффект – это устранение дифракции, которая возникает на краях корпуса колонки. And then finally, you can use the baffle wall to install absorbers, which helps eliminate reflections from the screen. И, наконец, пятое, вы можете использовать различные абсорбирующие материалы, которые предотвратят отражение через экран. The steps for building a baffle wall. First of all, you need to use THX specifications. Now, we can help you do that. If you don't know how to design a baffle wall, maybe the engineers from MMS can help you, or we can help you to design your baffle wall. Шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы построить фальш-стену. Во-первых, необходимо следовать сертификациям THX. С этим мы вам можем помочь. Если вы сами точно не знаете, как им следовать, вы можете обратиться к инженерам в ММС или непосредственно к нам. Then you insert the speakers all the way, flush with the baffle wall. Затем вы вставляете громкоговорители в фальш-стену заподлицо. You then install the acoustic absorber about 30 to 40 millimeters thickness. Затем устанавливается, накладывается абсорбирующий материал толщиной где-то 30-40 мм. And this must be black color only. И он обязательно должен быть только черного цвета. And then you hang the acoustic transparent screen, such as Screen Research. Затем навешивается акустически прозрачный экран, например, экран производства Screen Research.